Взюх! Какого? Быстрее! Звук слышали? Блин, мне такое ощущение, что он, чтобы ускорить процесс, сломал себе все. Хрусть. Всем привет, с вами Блейнар, и сегодня раз реакция на туалеты. Снова, Скибиди туалеты возвращаются каждый раз. Сегодня мы посмотрим 37-ю серию, которую мы видели уже, чтобы вспомнить, чем все закончилось. И новую 38-ю, которую я еще не видел. Также мы посмотрим разбор, который я пропустил как-то. Кто они такие, откуда они взялись. Этот разбор я пропустил от канала Фордел. Также завтра будет интересный видос. Не пропустите обязательно. Скорее всего, все-таки завтра, если я все успею сделать. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии пишите, в новый видос попадают. Комментарии, напоминаю, кто не знает, в конце видоса теперь. Поэтому смотрите видос целиком. Да, и погнали смотреть. В телегу вступайте. Не бойтесь тьмы, друзья мои. И пусть начнется праздник. Ну, вспоминаю, это я видел, тут пушка появилась там куда-то, которая раз так, как громко. Вот это очень странный туалет, который я... Ну, это вообще непонятно, как это у них получилось так соединить их. Я еще в прошлом удивился, как они по мордасам. Лайк ставьте! Почему еще не поставил? Так, стоп, это... Я забываю, что это шорты, здесь нельзя мотать, и здесь нельзя... Короче, и они по кругу крутятся, поэтому надо не забывать. Я в прошлое залипал, тут в этот раз тоже. Так, опять Титан, вот он. Угу. Вопрос, справится ли танк? Я все-таки думал, что пушку приделал к тому другому Титану. Но, походу, нет. Угу. Огонь, говорит. Взюх. Какого? Какого? Ты тут что забыл, Джемен? Блин, он его прикрыл, ты прикинь? Плюс сейчас смотри, у него 4 пушки, 4 лазера вместо 2. То есть ему 2 было мало, он еще приделал 2 пушки с другого танка. Ну, другого танка, господи, с другого туалета, я помню, зеленый, так, ну, камуфлированный был туалет. Фига. Они уничтожили танк. Надеюсь, он был не в одном экземпляре, потому что иначе тогда все. Не, они, конечно, по идее могут создать еще один, но... Блин, а как сейчас освободить Титана? И это все? Блин, жестко. Жестко. То есть такая вот, знаете, появился танк, появилась надежда. И тут бац, появляется улучшенный Джемен и типа все. И все. Фу ты, блин. Ладно, погнали смотреть разбор. Как я умудрился пропустить этот видос, я не знаю. Но как-то умудрился. Называется видос «Кто они такие? Теория скибиди туалетов». Давайте посмотрим. Начнем с того, как вообще скибидисты появились в нашем мире и кто такой первый скибидист. У автора Скибиди Тайлот я обнаружил видео под названием «Каждый ночной кошмар». Ну, с этим мы сталкивались в одном из разборов, да. Сейчас, возможно, что будет другое, или, ну, это старее видос, чем тот, что мы смотрели, но тут там тоже был присутствие про этот видос. Персонаж что-то было. попадает в странное место, представляющее собой темноту и множество лифтов, парящих в ней. Начиная исправлять нужду, главный герой... Да, это я помню, этот момент, что... Ту самую речь скибидистов, и вот что произошло в конце. Давай, быстрее! Звук слышали? Блин, мне такое ощущение, что он, чтобы ускорить процесс, сломал себе все. Хрусть. Конечно, можно сказать, что все происходящее — это якобы сон. Даже в названии об этом говорится. Но я попытаюсь вам доказать, что это не так. И то, что мы увидели, очень важно. Начнем с того, что данное место — это перекресток вселенных. В этом можно убедиться, видя то, какие разные существа что там Аладдин делал, обитают в лифтах. Кстати. Также мы видим, что все лифты... Ну, не Аладдин, а Джин. Поэтому в перекресток вселенных можно попасть только через определенный лифт, который был нам... Возможно. Мне, кстати, в теории, когда в комментариях как-то писали, что там они из всех разных вселенных, как бы, и типа эти туалеты пришли из другой вселенной. Возможно. Представлен во второй серии. Скибидист заражает нашего героя, и он становится тем самым первым скибидистом из первой серии. Возможно. Он первый зараженный в нашем мире, поэтому все ему поклоняются. Ну во второй серии первый скибидист уже заражает больше народу. Вот мы и выяснили, как скибидисты попали в наш мир. Да, кстати, это же он тоже. Стоп, я как-то не обратил внимания, что он тут и был.
А как они между туалетами перемещаются? Но откуда скибидисты пришли? На это у меня есть тоже теория. У автора есть спин-оффы по вселенной Скибиди Тайлер. Да я не смотрел, но видел, что у него там какие-то еще про Америку, что-то еще такие тайтлы. Блин, их теоретически можно посмотреть будет. Вы напишите, если хотите, мы посмотрим. В комментариях пишите. Хочу, чтобы ты посмотрел другие видосы от этого автора. Они не развивают основной сюжет. Давайте же разберем один из таких роликов. Тебя, может, покажут. С того, что люди пытаются пересечь границу, но скибидист строит им стену, а в конце нападает. Оу, бай! Там, наверное, музыка должна была быть. Где же находятся агенты, которые должны сражаться с скибидистами? Все просто. Это не наша вселенная из основных частей. Это вселенная, которая полностью захвачена скибидистами. Они могут строить стены, уничтожать, что им хочется и прочее. В остальных спин-оффах творится то же самое. Я пока не выяснил, точно ли это родная вселенная скибидистов. Или одна из тех, что они захватили. Видимо... Ну, раз там есть люди, значит не родная. Либо, ну я не знаю, может быть, в этой вселенной изначально были и туалеты, и люди. В данной вселенной не существует агентов, и поэтому скибидисты ее так легко захватили и делают, что им захочется. И именно из этой... может, это в разных регионах происходит, просто одной вселенной. Ну, в данный момент вот эта сцена была в другом просто регионе, где они уже захватили больше власти у них было. Вселенной скибидист заразил первого человека в нашей вселенной. Разберем еще несколько теорий, которые пришли мне в голову. Первая теория, что песни скибидистов являются способом создавать новых скибидистов. На это намекает 4-я серия. Там люди сидят в ресторане, но сидят почему-то на туалетах. И когда в комнате Я уже просто столько теорий посмотрел, что у меня уже в голове немножко каша. Что вроде как они специально сели на унитаз, типа хотели присоединиться к ним. Появляется скибидист и начинает петь, то все люди становятся скибидистами. Есть ли взаимосвязь, сложно сказать. Кстати, я заметил, что тот, кто появляется в комнате, это первый скибидист. Возможно, он до сих пор... Блин, из-за качества, там реально, ну, качество всегда низковатое. Возможно, но если он... Ну, это странно. жив и где-то скрывается, либо руководит остальными. Я думаю, вам непонятно, почему все сидят на туалетах в ресторане. Как по мне, это потому, что люди в ресторане добровольно решили стать скибидистами. Это был их последний ужин, перед тем, как перестать быть человеком. В конце все новые скибидисты очень странно смотрят на нашего персонажа, и это наталкивает меня на новую теорию, о которой некоторые писали под прошлым видео. Дело в том, что наш персонаж с первых серий был агентом с камерой. Я нашел этому подтверждение в 7-й серии, которая была до серии, где нам официально представили агентов. В ней, когда персонаж смывает скибидиста, видна его рука. И на руке та же униформа агентов, что будет и в других сериях. И нет, это не совпадение или просто смокинг, а именно, что униформа агента. Смотрите сами. Пиджак, белая рубашка, а главное, перчатки, которые всегда есть у агентов, даже у больших. И возможно, наш главный герой один и тот же все серии, а после того, как его уничтожают, его чинят. Мы уже видели, как агенты могут чинить других агентов. В 23-й серии, когда чинили Титана. Возможно, именно наш главный агент принимал участие в разведке, когда стал лидом, потому что в прошлой серии он сильно пострадал от падения, и его решили использовать именно так. Кстати, насчет именований видео, хочу с вами это обсудить. Многие пишут, что я не так называю агентов или скибидистов. Начнем с того, что официальных имен в роликах не присутствует. Так что каждый вправе называть что-либо, так как он хочет. Например, якобы агенты — это камерамены, но так пишут лишь в комментариях под Скибиди Тайлер. Но на самом деле они так не называются. Также это не фотоаппараты у новых агентов, а мини-колонки. Ну возможно, просто она очень похожа на вебку. Мне первая мысль, когда была, очень похожа на вебку. Насчет как раз новых агентов. Понятно, что это новый вид агентов колонок. Они используют свой... Мне еще писали про новый вид, типа эти, как его, туалеты, господи, агенты-телевизоры. Ну, возможно, там похоже, что синие экраны какие-то видно, возможно. Песню против песни скибидистов. Есть множество теорий, почему именно так. Одну из них я озвучил в прошлом ролике, но как по мне, они используют эту песню еще за одной очень важной причиной. Моя теория гласит, что скибидисты могут превращать людей в себе подобных лишь при помощи своей музыки. То почему бы и нечто подобное не делать агентам-колонкам, но наоборот. Возможно, скибидистам не нравится их музыка именно из-за того, что она постепенно превращает их обратно в людей. Либо же... Сомневаюсь, она просто вроде их уничтожает, насколько я понял. Причиняет им урон из-за этого. Одно очевидно, что данные агенты пока что показывают себя намного лучше, чем обычные агенты с камерами. Ну да.
Хотелось бы такое, еще обсудить и скибидиста Джимена. Его силы намного выше, чем у обычных особей его вида, даже таких же больших. Он каким-то способом смог спасти толпу своих последователей от воздушного лазера. Ну да. Я заметил, что перед тем, как лазер взорвал их, Джимен заметил наших агентов. Возможно, именно это помогло ему предпринять какие-то действия. Как по мне, он умеет делать что-то наподобие энергетического щита. Наверное, мы увидим это в следующих сериях. Возможно. Еще про то, как его не смогли смыть. Очень многие писали, что агенты просто не смогли поднять сливной рычаг слишком высоко. Но на самом деле это не так. Мы видим, что он начал смываться, но в какой-то момент резко остановился. Пока что непонятно, почему он умеет делать так. Но могу лишь предположить, что он особенный вид скибидистов, которые не смываются. Логично, возможно. Позже. Некоторые люди спрашивали, что же случилось с первым агентом Титаном. Да что-то его долго нету. Чинили, но куда-то он пропал. У меня есть один ответ на этот вопрос. Его не чинили, а улучшали. И именно он стал тем самым Титаном Колонки. Он себе противоречит. Он себе противоречит, потому что в начале видосе говорили, что типа их чинить научились, показывают этот же момент. И тут говорит, что нет, его не чинили, его улучшали. Фиг его знает на самом деле как, но противоречит сам себе. Более широко раскрою. Хотя опять-таки это же было после ситуации, когда его покоцали, да? Все-таки, может, и чинили. Про сюжет Skibidi Island. В прошлом ролике я уже затрагивал эту тему и говорил, что нам повествуют о сражении двух видов, которые все время улучшают свои технологии, чтобы успевать друг за другом. Даже появляются новые виды, такие как агенты колонки. То выигрывает одна сторона, и то и надо что-то изобретать, то другая. И уже в прошлой надо что-то изобретать. Да. Согласен. Но до чего доведет? Но этот разбор был сделан до выхода последних там крутых серий, поэтому тут много чего он еще не озвучивал. Но это все было уже в других теориях. Короче, можешь посмотреть предыдущие видосы по Skibidi туалетам. Вот подобная гонка технологий. Как по мне, произойдет что-то совсем ужасное. Возможно, даже уничтожится город, а возможно, появится новая, третья сторона конфликта. Что самое вероятное, третьей стороной... Ну, уже, как говорят, появился еще новый вид, я, как я уже сказал, телевизоромены. Конфликта станут агенты с колонками. Это вероятно при случае, когда и камерамены, и радиомены будут иметь разные взгляды на то, как правильно противостоять скибидистам. Но скибидисты не такие глупые, как может показаться. Тот же Джимен очень умен. Они воспользуются этим шансом и начнут одерживать победы. Насколько я помню, это разбор, насколько я понимаю и помню, что это было до этого самого, до захвата скибидистами этих самых операторов, камераменов, вселением в них. И все это поэтому, да. Они реально умные. Как минимум есть один как минимум есть умный вот этот ученый, который с фигней этой. На этом закончим. У меня есть еще... Да, ставьте лайки, пишите комментарии. Блин, честно, вообще в целом эта вселенная интересная. Да, она сначала казалась крайне кринжовой и бессмысленной, но потом с каждой серии все обретает какой-то смысл и сюжет. И вот реально уже смотрим как сериал, ждем новые серии, блин. Вот реально. Правда, они все выходили часто, сейчас чуть реже уже выходят. Короче, увидимся, услышимся. Всем спасибо, всем хорошего настроения и позитива. Пока-пока.